Всем привет! У нас уже началась трансляция. Пожалуйста, напишите в чат, что все хорошо видно и слышно. Пока жду от вас обратной связи по звуку и по изображению. Озвучу тему. Сегодня мы говорим про теги канала и теги видео. Чем они отличаются, что это в принципе такое, как их правильно подбирать и что в принципе нельзя использовать как тег, что нельзя тегов писать. Проводила я опрос в нашем канале YouTube, в вкладке сообщества, да, что вам больше всего интересно. И вот больше всего интересно было, что же нельзя писать в тегах, это мы тоже рассмотрим ближе к концу. Начнем мы с тегов канала. И я проговорю, да, чем отличается тег канала от тегов видео. То есть в тегах канала мы пишем более общую нашу тематику, а теги видео – это конкретно под конкретный ролик. Вот, Аня Гурьянова, привет. Судя по всему, все слышно, видно, хорошо. Так, в Одноклассниках Денис, привет. То, что слышно, видно, никто так и не написал, но будем надеяться, что все слышно, то, что вы заинтересованы, чтобы было слышно. Я-то могу и сама с собой поговорить. Сегодня пишете, что проблемы какие-то, значит, все окей. Итак, теги канала, они же ключевые слова канала, метки канала, ключи канала, то есть как назови, это все равно теги канала. Это те ключевые слова, те поисковые запросы, по которым ваш канал могут находить в поиске и по которым вы хотите, чтобы его находили. И первый пункт у нас по тегам канала. Вы должны подбирать их именно общие, описывая вашу тематику. То есть не перечислять какие-то конкретные ключи, которые подходят к вашим видео, а прописывать те ключевые слова, которые подходят к вашему каналу в целом. То есть, например, если мы возьмем нашу бесплатную школу видеоблогера, то у нас нету в тегах канала, например, таких тегов, как подобрать теги для кулинарного канала. Или нету тега «Как писать название для видео». У нас есть такие теги, как оптимизация канала на YouTube, развитие канала на YouTube, как создать канал на YouTube, школа YouTube, да, то есть у нас общие теги, которые охватывают целый пласт наших роликов и подводят такой итог под ними, да, то есть если, например, взять аналогию с фруктами и овощами, да, вот у нас есть фрукты, а есть внутри такого класса, как фрукты, уже отдельные фрукты, там, яблоки, груши, бананы, апельсины и так далее. Так вот, ваши теги канала – это именно должны быть наименования в целом, целого класса ваших роликов. То есть тег канала – это фрукты. Если вы напишете вот яблоки, груши, это уже будут плохие теги канала. То есть первое правило – это то, что вы описываете то, о чем канал в целом. Да, все, спасибо, что написали, что все слышно. Привет, капитан Барбоса, привет, Дарья, привет, Татьяна. Все отлично, значит, продолжаем. Буду я еще давать примеры на школе, да, и на примере салона красоты, чтобы у вас было два примера, как это работает. То есть про школу я уже сказала, как трактовать вот именно общую тему. Если брать, например, салон красоты, то вы пишете не просто теги, как салон красоты, а пишете, например, точнее, салон красоты тоже может быть тегом канала. Но вот, например, у вас на канале есть ролики, как выбрать шампунь, например, или топ-10 дизайна для ногтей, да, то есть вот такие запросы, их не нужно включать в теги канала. Вы включаете в теги канала подводящий итог тег, например, натуральная косметика для волос, да, то есть у вас много роликов про различные шампуни и другую косметику с натуральных компонентов, обзоры, отзывы, как это можно использовать. Куча роликов на канале есть на эту тему. И вы тогда можете в теге канала включить такой тег, как натуральная косметика для волос.
То же самое, если у вас, например, на канале салона красоты есть вакансии для парикмахера, для мастера маникюра, для косметолога, для массажиста и так далее, вы не прописываете все вот эти вакансии в теге канала. Вы пишете общий тег вакансий для салона красоты или вакансий в салоне красоты. То же самое, если у вас на канале есть много отзывов на ваш салон, то вы не пишите там отзыв от посетительницы такой-то, да, вы пишете в целом отзывы о салоне красоты таком-то. Или, например, у вас есть ролики, как делать маникюр, там различные обзоры инструментов, но в целом весь цикл этих роликов можно объединить под названием «Безопасный маникюр в салоне красоты». Именно такой тег канала вы и прописываете. То есть вы всегда общую тему схватываете вашего канала и записываете ее в теге канала. Это такое первое наше правило. Второе правило – это используйте региональные теги в тегах вашего канала. Что это значит? Да? Мы всегда говорим, что нужно брать более узкие теги, отказываться от широких. То есть если вы возьмете тег канала просто «салон красоты», то вы будете конкурировать со всеми салонами красоты во всех городах, во всех странах, на всем земном шаре. Если вы возьмете салон красоты в России, то вы уже сузите круг салонов, с которыми вы конкурируете. Но на самом деле вам и по России не нужно так продвигаться, как нужно продвигаться по своему городу и даже по своему району. То есть если вы, например, находитесь в Москве, то для вас лучше написать не просто тег «салон красоты», а «салон красоты в Москве» или «салон красоты в центре Москвы», или, например, салон красоты в Хамовниках. То есть вы регионально выделяете свой салон из всех остальных. Если брать уже на примере школы, да, вот не просто бесплатная школа видеоблогеров, а онлайн-школа видеоблогеров, да, то есть мы выделяем то, что мы находимся в онлайне, а не в офлайне, например. Или, например, есть у нас подписчик, который тоже хочет открывать свою школу видеоблогеров в Краснодаре, да, у него тогда тег канала будет не просто школа видеоблогера, а именно школа видеоблогера в Краснодаре, то есть он выделяет себя регионально, чтобы зрители из определенной области, которые все-таки больше являются его целевой аудиторией, чем весь земной шар, быстрее его находили. То есть всегда учитываем региональность, и если у вас есть возможность ее прописать, если это актуально, особенно это касается всевозможных коммерческих компаний, таких как салон красоты, магазины, туристические фирмы, да, то есть всегда прописываем региональность. Третье правило для тегов канала – это вы указываете в тегах канала что-то необычную вашу услугу, ваше УТП. То есть что-то такое, что выделяет вас среди всех остальных похожих, что именно к вам приводит клиентов. На примере салона красоты. У вас в салоне красоты есть и услуги парикмахера, и маникюр, и визажисты, и массаж, и СПА-процедуры, да, то есть огромный перечень услуг. Но количество тегов канала у вас ограничено, да, то есть там нельзя бесконечно теги канала писать, тоже порядка 500 символов, возможно, чуть меньше, не берусь сказать точно. То есть вы должны выделить те теги, которые наиболее для вас приоритетны и актуальны, то есть те теги, которые для вас важнее. То есть если у вас в основном клиенты приходят к парикмахерам, если вы, в принципе, более ориентированы в этот сектор услуг, то вы тогда добавляете себе в теги больше тегов именно с этой услугой. Если, например, у вас не просто услуги парикмахера, да, у вас есть, например, услуги детского парикмахера, то вы тогда можете указать такой тег. Если, например, вы делаете не просто маникюр, а у вас специализация, что вы делаете безопасный аппаратный маникюр, то тогда это можно указать в тегах канала как ваше УТП. Если, например, вы делаете креативное окрашивание волос, да, такой модный тренд, который сейчас на слуху, который часто ищут, то, опять же, вы можете это использовать как тег канала. А если у вас какая-то услуга есть, да, но вот
ее не так часто заказывают, или она у вас просто идет бонусно, да, то есть не она у вас основной генератор клиента и не основной генератор дохода, то вы это тогда не указываете в тегах канала. То же самое с нашим каналом «Школа видеоблогера». У нас, например, в тегах канала есть такие теги, как аудит и анализ канала, потому что у нас огромное количество роликов этому посвящено, и мы всегда все показываем на примере. Поэтому для нас было уместно запустить такой тег. Но если бы мы начали в тегах канала прописывать, например, обзор Яндекс.Диска, да, несмотря на то, что у нас есть такие ролики, это ролики вспомогательные. Мы их записываем, потому что часто возникает по этому вопросу, но это не основная наша специализация. Поэтому мы, естественно, несмотря на то, что у нас есть такие ролики на канале, в теги канала это не вносим. То есть то же самое, у нас есть видео, как выбрать свет, как выбрать звук, как выбрать освещение для съемок, но мы не пишем, да, отдельно эти теги. Мы могли бы написать тег «Выбор оборудования для видеоблогеров» для нашего канала. Но даже его мы не используем, потому что все равно наша основная специфика, наша направленность– это в целом, как создать канал с нуля, как его монетизировать, как его развивать, как его продвигать. То есть мы знаем нашу вот основную направленность, и на основе ее мы уже задавали теги нашего канала, а не просто перечисляя какие-то случайные теги, которые встречаются на нашем канале. То есть если у вас есть какой-то тег, хоть он и узкий, но он при этом очень точно описывает вашу услугу, то вы можете его включить, даже если у вас не все ролики под него попадают. Но это вот нужно анализировать и смотреть. Для того, чтобы выделить вот эти теги, очень полезно провести опрос среди своих клиентов, чтобы понять, по какому запросу они вас ищут, как они вас находят. И тогда имеет смысл включить этот вопрос в виде тега именно ваши теги канала. То есть вот эти необычные услуги и УТП, это нужно прорабатывать специально и, как правило, прорабатывать с вашей целевой аудиторией. По УТП у нас будет скоро еще отдельный стрим специально для нашего клуба 100 по 100. Будет по этому стриму домашнее задание. И по тегам канала тоже у нас в нашем документе с домашними заданиями будет домашнее задание прописать свои теги канала. Будем смотреть, анализировать, кто как подбирает, у кого хорошо подобраны. Будем, в общем, смотреть и учиться на примере друг друга. Следующий момент, который также вы можете включить в теги своего канала, это уже брендовые теги. Я не случайно разместила брендовые теги уже вот в конце списка, да, на 4-м месте, потому что это очень частая ошибка, когда, наоборот, уделяют все внимание брендовым тегам, пишут везде название, пишут везде фамилию, пишут везде свое имя и абсолютно забивают на все предыдущие теги, которые я рассказывала. Для начинающего канала всегда важно продвигаться сначала по вот этим, которые идут у нас первые 3. Теги бренда вы прописываете, но они нужны просто для того, чтобы вы изначально по этим тегам уже двигались. Но не нужно только на них делать упор. То есть чем вы становитесь популярнее, чем ваш бренд становится на слуху, тем больше вы сможете становиться именно брендовых тегов. То есть теги канала, они могут в течение времени меняться. Вы можете заменять их на более актуальные и так далее. И, соответственно, вот тоже теги бренда, если ваш бренд на слуху, если вас только по вашему названию ищут, то тогда, естественно, вы можете уже формировать теги канала из более брендовых запросов. То есть, например, если салон красоты есть какое-то звучное название, то там будут брендовые теги, там салон красоты имени того-то, или салон красоты там Артемина, да, то есть вы уже будете двигаться брендово. У нас тоже есть наши брендовые теги. Так. Что-то у нас случилось с YouTube. Сейчас я это попробую перезапустить. Вот, все, вроде вернулись мы. Так. Вот, пишет, что есть картинка. Ну, был какой-то у нас проблема с YouTube. Ну, ничего страшного, сейчас продолжим.
Я остановилась на брендовых тегах, да, что их количество может возрастать, когда вы набираете популярность. Но на начальных этапах брендовые теги, они должны быть в самом конце, и должно быть совсем чуть-чуть. И следующее, что я хочу порекомендовать по тегам канала, это комбинировать теги. Что это значит? Да? Часто такая проблема, что человек написал один-два тега, он не знает, какие остальные теги сделать. То есть я сейчас покажу на примере салона красоты, как это может работать. Да, провайдера нужно пнуть, это точно. Например, да, у вас есть тег «салон красоты». И есть, например, мужской маникюр. И вы находитесь в Москве. И вы можете комбинировать эти теги между собой, да? То есть, например, мужской маникюр в Москве или мужской маникюр в салоне красоты. Или мужской маникюр в салоне красоты в Москве. То есть вы свои теги можете всегда разбить на составные части и собирать их между собой. Когда будем говорить уже про теги видео, я еще раз к этому моменту вернусь, еще больше дам примеров, чтобы было понятнее, да? Ну и, например, как это работает с нашими тегами на школе видеоблогеров. У нас, например, есть тег «Как создать канал». И есть тег «Как сделать канал». Да? То есть мы вычленим кусочек тега «Сделать», нашли для него синоним «Создать», и у нас получилось уже два тега. Или, например, «Как сделать канал на YouTube», и просто тег «Как сделать канал». То есть тоже опять у нас просто добавилось кусочек с YouTube к нашему основному тегу. Или, например, есть оптимизация на YouTube, да, хороший тег. И если мы этот тег возьмем и в него ставим, например, еще одно слово, получится оптимизация видео на YouTube или оптимизация канала на YouTube. Да? То есть мы из одного тега сделали 3. Вот таким образом я вас всегда призываю комбинировать теги, чтобы находить как можно больше интересных сочетаний, которые будут работать. Так, подведем итог, да, по тегам канала, что важно помнить, что мы всегда берем тему канала в целом, не просто узкие теги, а теги, которые общие описывают ваш канал. Затем не забываем использовать региональные теги, да, то есть показываем, где мы находимся. Также не забываем про то, что у вас есть какие-то необычные услуги, именно то, чем вы можете привлечь своих зрителей, ваши УТП. И только потом вы уже пишете ваши брендовые теги, например, название канала, название вашего салона красоты или название вашего интернет-магазина, ваше имя, фамилия, ваш никнейм и так далее. То есть только потом, в конце, когда остается уже мало символов, вы представили все остальные, вы можете использовать брендовые теги. И последний совет по тегам канала – это именно комбинируем теги, не зацикливаясь на какой-то одной фразе, а стараемся ее расширить, разнообразить, поискать синонимы и, соответственно, найти больше тегов интересных. И, как я уже сказала, всегда обращаем внимание на нашу целевую аудиторию, всегда с ней консультируемся, чтобы понять, а как же именно она нас находит и что именно ей нас понравилось, почему она к нам приходит снова и снова. Следующий наш пункт, да, это теги видео. По тегам видео начну с того, да, что каждое видео уникально, и теги к нему должны быть уникальные. То есть не нужно писать какой-то пул тегов, которые вы потом рассовываете в каждое ваше видео. Теги, в принципе, нужны для того, чтобы каталогизировать ваши ролики. То есть чтобы один ролик отличался по поиску от другого. Если у вас все будут теги одинаковые, то, соответственно, вы не сможете попадать в более узкие целевые запросы. То есть если у вас, в принципе, например, если брать, например, школы, у нас есть видео для того, как подобрать теги для кулинарного канала, и есть видео, как подобрать теги для канала про спорт.
И мы не пишем одинаковые теги на оба эти видео, да, там подбор тегов для видео, подбор тегов для канала. Мы пишем персонализированно, что подбор тегов для кулинарного канала на том видео, где кулинарное, и подбор тегов для спортивного канала на том видео, где спортивное. То есть мы всегда максимально уникализируем теги под тематику конкретного видео. То есть всегда у нас идут 70% тегов именно под тему видео. Затем у нас идут более общие теги, теги, которые, например, подходят к плейлисту, в котором находится это видео. И затем уже идут у нас совсем брендовые узкие теги, то есть теги нашего канала, которые мы можем сюда добавить. То есть я, например, считаю, что, в принципе, если можно добавить на видео максимальное количество уникальных тегов, то нужно добавлять именно их, а не гнаться за тем, чтобы впихнуть в свой ролик именно брендовые теги. Потому что аудиторию мы находим через поиск. Если она нас нашла, ей уже не важно, да, наше имя, ей важно, что у нас полезный контент. Поэтому я считаю важно продвигаться именно по полезным тегам, а не по своим каким-то фирменным. Следующий момент, да, по тегам. Первый тег, который вы ставите, он самый важный. То есть я рекомендую ставить первым тег тот, который вы прокачиваете во всем видео. То есть это тот тег, который вы потом пропишете в заголовке, тот тег, который у вас будет включен в описании, тот тег, который будет в первом комментарии. То есть вы первый тег берете самый важный для вас. То есть часто можно видеть такую ситуацию, когда первыми тегами, наоборот, ставят брендовые теги, какие-то интересные, уникальные теги, наоборот, задвигаются в самый конец, и уже как бы они считаются не основными. То же самое касается, что в заголовке иногда бывает очень классный тег, а он сам в теге вообще не включен. Или в описании красиво написан текст, там много ключевых слов, но ни одно из этих ключевых слов не вынесено в теге видео. Поэтому не забываем, что у нас основные теги пишутся в начале, обязательно их не пропускаем. Следующий совет, он, опять же, про то, что комбинируйте ваши теги. Повтор нашего пункта из тегов канала, да, что комбинируйте. Очень часто, да, люди, которые начинают пользоваться VidIQ или другим сервисом, который помогает подбирать теги, они настолько к нему привыкают, что вот у них теряется навык именно самим придумывать теги. И вот если, например, вы хотите потренироваться, научиться правильно подбирать теги, я всегда рекомендую сначала отказываться от VidIQ и всегда делать это вручную, и именно комбинированием. То есть у нас тег, он состоит из кусочков. Чем больше вы кусочков добавите, тем более уникальный этот тег. Например, если мы возьмем вот просто сегодняшний стрим, у него мог бы быть просто тег, да, теги для канала. Но если мы добавим в начале вопрос, то получится более интересный тег уже, как подобрать теги для канала. Если мы еще дальше проработаем его, и нам важно не просто подобрать теги, нам важно подобрать теги правильно, у нас получится еще более узкий ключ, как правильно подобрать теги для видео. Далее мы можем вспомнить, да, что видео бывает не только на YouTube, есть теги тоже ВКонтакте, в Одноклассниках, на Фейсбуке можно поставить ключевые слова. И вы тогда еще более можете сделать этот ключ более узким. Получится у нас, как правильно подобрать теги для видео на YouTube. И такая схема, она работает абсолютно с любым видео. То есть вы берете какой-то очень высокочастотный, например, ключ. Тот же самый, например, если брать на салоне красоты. Вот у вас есть просто салон красоты. Потом вы начинаете думать, что в этом салоне красоты я предлагаю. Например, что это престижный салон красоты или салон красоты премиум-класса. Потом начинаете думать, где я нахожусь, да, чем я могу быть удобна. И вы начинаете дальше прописывать. Салон красоты премиум-класса в центре Москвы. Да, то есть у вас получился уже хороший тег, который более узко попадает в целевую аудиторию, который не такой высококонкурентный, но при этом очень точно попадает именно под ваш канал.
Вот, я надеюсь, так на примерах было понятно. Если у вас остаются вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Те, кто сейчас смотрит в онлайне, могут, ну, в прямом эфире смотрят, могут в чат задавать вопросы. Я в конце на все отвечу. То есть по тегам канала, в принципе, больше ничего не скажешь, потому что каждое видео, оно уникально, а более общей информации, в общем-то, и не скажешь. И кому хочется больше, есть целый плейлист у нас, теги для видео, ключевые слова. Там у нас уже очень много роликов. Есть и обзоры, как пользоваться VidIQ, и как добавлять теги канала на сам канал. В общем, смотрите, там будет более подробно. Я же возвращусь к тому вопросу, который у нас набрал больше всего голосов. Какие же есть правила для тегов, да, то есть что можно, а что нельзя делать в тегах. Поэтому буду записывать. Всего у меня сейчас 16 пунктов. Возможно, в ходе рассказа я еще что-то вспомню, еще допишу. Но пока будет у нас 16. И первый – это именно то, что я говорила, да, что не берите очень широкий высокочастотный тег, да, такой, как, например, салон красоты, а старайтесь найти более среднечастотный или низкочастотный, более уникальный. То есть первое, на что мы обращаем внимание, это частотность. Но при этом тоже нужно знать меру, не нужно уходить в то, что вы вместо тега пишете целый рассказ повествовательный, в котором там уже 10-20 слов. То есть вы, помимо того, что стараетесь разбавить высокочастотный тег дополнительными словами, чтобы получился более уникальный тег, вы все равно проверяете его, а люди, в принципе, ищут так или не ищут, потому что может получиться так, что вы составите такой тег, который, ну, вообще никто никогда не вводит и вводить не будет. То есть тут важно найти баланс между тем, чтобы он был не самый высокочастотный, но при этом, чтобы у него все-таки был какой-то запас поисковых запросов, то есть чтобы его уже хоть кто-то когда-то вводил. Для этого можно использовать, опять же, как VidIQ, так и Google Тренды, смотреть, да, насколько это трендовый запрос. Можно просто анализировать, использовать такой тег конкурента. То есть всегда смотрим, насколько наш вот тег, он находится в таком балансе между высокочастотностью и вообще полной пустотой в поиске. То есть не нужно использовать те теги, которые даже вот в теории никто никогда не будет так вот долго вводить. То есть, например, если брать салон красоты, например, мужской маникюр в 4 руки, бесцветным лаком, в центре Москвы, на улице там Большая Пироговская, ну, никто так не будет водить, понимаете, да, то есть это уже очень такой подробный, прям с очень узкой региональностью, и, соответственно, такой тег никто никогда не введет. Поэтому стараемся, да, поймать вот эту вот грань, когда тег у вас уже не высокочастотный, но при этом уже хороший. Второй момент, ну, такое правило, которое, возможно, все знают, но, возможно, для кого-то это будет полезно, да, что мы теги всегда разделяем запятыми. То есть тег формируется после того, как вы нажали запятую. То есть, когда вы вводите теги, будь это теги канала или теги видео, после того, как вы нажали запятую, у вас формируется отдельный тег. В тегах канала, после того, как вы сохраняете их, все запятые преобразуются в кавычки, в этом нет ничего страшного, так работает YouTube, все это должно получиться, но сами вы вводите не через кавычки, а через запятую. То, что часто можно наблюдать, когда люди вводят теги непонятно каким образом, но так, что у них один тег разбивается на множество слов, и их вместо, например, тега «салон красоты в Хамовниках» получается тег «салон», получается тег «Хамовниках», тег «в» и там «красоты». Вот, то есть получается разбитый тег на несколько слов. То есть следите, чтобы у вас именно все теги шли через запятую и формировались в отдельный такой блок. Следующий момент – это мы пишем всегда теги без ошибок и без опечаток.
То есть тоже часто можно такое услышать, но люди же так вводят, люди же не знают, как там правильно с двумя «н», с одной «н» писать. А вот я пишу, получается, со всеми возможными опечатками, со всеми возможными вариациями написания, чтобы точно всех охватить. Мы не рекомендуем так делать просто за счет того, что сейчас все чаще используется именно поиск голосовой, а голосовой поиск, он по умолчанию набирает правильно орфографию. То есть он уже не будет совершать ошибок таких, как делает человек. Поэтому готовимся к будущему, готовимся тогда, когда будут уже все искать поиском, и изначально прописываем все правильно по правилам русского языка. Далее, если, опять же, вы хотите там вариативно написать все возможные ошибки, то вы тогда на один тег потратите все свои 500 символов. У вас получится тег и 500 вариаций его неправильного написания. То есть вы, опять же, тратите полезное пространство на бесполезные теги. Следующий момент. По тому, как уже не про опечатки, а когда люди пишут во всех возможных падежах тег, да, то есть и в именительном, и там в творительном, и родительном, в общем, в любых падежах пишут, типа, не просто теги канала, а тегами канала, тегу канала. Это делать не нужно. Алгоритмы YouTube, они достаточно умные, они понимают, что это все равно одно и то же слово. То есть даже если вы вот по поиску какой-то запрос ведете, и потом посмотрите на выдачу, очень удобно смотреть на описание, которое тоже подтягивается в выдачу. В описании именно жирно выделяются те слова, которые у вас идут по ключу. И там можно увидеть, да, что выделяются даже те слова, которые в другом падеже написаны, в другом числе написаны. Выделяется тег, который через расстояние в описании находится. То есть алгоритмы YouTube, они совершенствуются, и они все-таки не совсем такие, скажем, безмозглые, они понимают, да, что это все равно одно и то же. Поэтому не нужно плодить очень-очень похожие теги, потому что YouTube и так понимает, что этот тег, он под это видео. То есть вы стараетесь разнообразить именно синонимами, какими-то более развернутыми тегами, но не тем, что вы прописываете опечатки, прописываете ошибки, прописываете всевозможные варианты окончаний слова. Следующий пункт. Я еще раз его повторю, это то, что брендированные теги только после основных. И почему еще раз повторяю? Потому что, правда, это одна из самых частых ошибок. Когда пишут или только брендированные теги, или когда их пишут просто в начале, а потом там, ну, еще что-то допишем. То есть брендовые теги, они всегда в конце. Следующий пункт – это нет однословным. Буду писать нет красным. Почему не стоит писать теги из одного слова? Во-первых, потому что они будут очень высококонкурентными, да, то есть если вы автомобильный канал, и вы напишете себе тег «автомобиль», то вы просто представьте, сколько таких каналов, которые в автомобильной тематике, и все они автоматически становятся вашими конкурентами. То есть, ну, особенно если вы новый канал, это просто, ну, нереально по такому тегу попасть в поиск, ну, в топ поиска. То же самое, если это кулинарный канал, да, то есть просто по слову «рецепт» двигаться, ну, нереально. И просто там по слову «пицца», да, это тоже для начинающего канала просто, ну, невозможно попасть в топ по этому запросу. То есть мы всегда делаем тег из нескольких слов. Второй момент, да, почему лучше не использовать однословные слова, это потому что они могут нести несколько смыслов. То есть вы написали ключ, который подходит не только к вашей тематике, но и к другим тематикам. Поэтому всегда прописываем тег более подробно. Следующее правило – это нет двухсмысленным тегом. Напрямую вытекает из предыдущего.
Почему вынесла в отдельный пункт, да? Вроде же я уже сказала, да, что однословные теги могут быть двухсмысленными. Но на самом деле не только однословные могут быть двухсмысленными. Например, возьмем для примера сначала однословный тег. Да? Вот у нас, если мы просто напишем «салон», то это может быть не только салон красоты, это может быть и салон связи, и автомобильный салон, и салон автомобиля как внутренности в автомобиле, да, то есть слово «салон» оно может трактоваться по-разному. Но если, например, мы возьмем уже тег нашей школы, да, бесплатная школа. Это может быть бесплатная школа танцев, может быть бесплатная школа там, рисования, да, то есть мы можем приписать туда все, что угодно, и это все еще будет бесплатная школа. То есть тег уже вроде двухсловный, но он при этом все равно остается двухсмысленным. То же самое, если бы было просто школа онлайн. То есть школа онлайн английского языка или школа онлайн YouTube, да, то есть двухсмысленность появляется. То есть двухсмысленность, она не заложена в том, что слово однословное, да, однословный тег. Двухсмысленность заложена в том, что вы, в принципе, не дописываете до конца смысл тега. То есть как только вы обрываете и появляется вот эта двухсмысленность, что можно продолжить несколькими вариантами, вы пишете двухсмысленный тег, и я не рекомендую такие теги прописывать. То есть мы всегда пишем тег так, чтобы было понятно, да, что это и для чего это. И не было вариантов, что этот тег может быть для другой ниши какой-то. Следующее наше правило – это нет ложным тегом. Ложная метаданные – это прямое нарушение принципов сообщества YouTube. За это, в принципе, можно и лишиться канала. Нам в нашем клубе 100 по 100 даже говорили, что, оказывается, много у кого вот прям теги начинают, если не нерелевантные, удаляться автоматически. То есть YouTube, в принципе, не дает ложный тег вписать. Мы сами с такой еще не сталкивались, ну, возможно, потому что у нас всегда теги релевантные, да, но, в принципе, это полезно, да, что YouTube уже сам сортирует теги на начале их добавления. Это очень круто. То есть мы не рекомендуем вносить ложные теги, то есть те теги, которые не относятся к смыслу вашего ролика. Очень часто можно написать сложный тег, когда вы руководствуетесь принципом, что я добавлю в теги видео просто теги своего канала. Но не всегда теги вашего канала могут подходить под все ваши ролики. Возьмем тот же самый салон красоты. У вас в тегах вашего канала может быть такой тег, как «вакансии в салоне красоты». Но как только вы добавляете этот тег в ролик о том, как выбрать натуральный шампунь, он становится ложным для этого видео. То есть он релевантен для вашего канала, но для конкретного этого ролика он ложный. И, соответственно, вы не можете его туда писать. То есть мы всегда смотрим, да, чтобы все наши теги, они соответствовали тому, о чем говорится в ролике. Следующий момент – это нет чужим тегом. Продолжение ложных тегов, да, то есть чужие теги, когда вы просто берете теги с чужого ролика, потому что он там раскрученный, у него есть раскрученный бренд, и вы вот этот брендовый тег добавляете в свой ролик, чтобы тоже попасть к нему в похожий. Так делать ни в коем случае нельзя. Вы таким образом аудиторию не найдете. Чтобы попасть в похожее, вы именно должны создавать контент похожий на популярный, а не просто прописывать такие же теги, как у этого ролика. То, что алгоритмы YouTube, они учитывают именно в целом, да, что смотрит аудитория, и исходя из истории просмотра, подсказывает, что еще можно посмотреть. Но если вы, например, сняли ролик, который не в этой тематике, вставили туда тег вашего, например, конкурента или какого-то раскрученного канала, и зритель по этому тегу находит ваш ролик, он начинает смотреть, ему не нравится, да, то есть он искал там один канал, по этому запросу вышел на ваш ролик, смотрит, а там другой ведущий, другой антураж, другая подача, все, ему не нравится, он выключает. То есть вы таким образом свои ролики не продвинете. Вам нужно именно за счет того, что ваш контент тоже будет интересным, продвигаться, но не за счет того, что вы используете чужие теги. Опять же, как правило, такие чужие теги, они будут и ложными. Следующий пункт – это не надо использовать кликбейтные теги.
Что это значит? Да, вот кликбейтный тег, он может быть не ложным, он может быть вполне себе подходить под содержание ролика. Но при этом это исключительно кликбейтный тег, который просто рассчитан на то, что зритель заинтересуется и перейдет на ролик. У меня был как раз на аудите такой ролик, где был рассказ маленькой девочки о том, что все, она уже решила, что хочет выходить замуж, да, то есть такое рассуждение ребенка на тему того, ну, на тему замужества, да, что вообще такое брак, что такое любовь. Но при этом в тегах у нас был такой кликбейтный тег, что типа 7-летняя девушка выходит замуж, да, это чистого вида вот кликбейт, вот такая, ну, желтая пресса, да, которая такой, ты в шоке, да, блин, как же так, в 7 лет замуж, и ты по-любому нажимаешь, но ты ожидаешь там увидеть, да, сенсацию, что вот 7 лет и девушка замуж выходит, а ты видишь там не то, ты видишь, в принципе, что 7-летний ребенок рассуждает на тему брака. То есть и вроде как бы это не ложный тег, но в то же время это просто кликбейтный тег, и ни в коем случае, ну, не стоит такое использовать. Причина та же самая. Зрители приходят на ваш ролик за одним, видят другое, и они просто уходят. Вы таким образом аудиторию не набираете, а только теряете, потому что еще дизлайк вам влепит за то, что вы так вводите в заблуждение. Поэтому не надо использовать именно кликбейтные теги. Нужно использовать теги релевантные, которые объективно описывают, да, о чем ваш ролик. Следующее правило. Теги – это не хэштеги. Тоже часто путают. Можно увидеть, когда прямо в тегах пишут хэштеги, да, то есть с этой решеточкой прописывается ключевое слово именно в тегах. Это разные вещи. Хэштеги используются в описании вашего видео. Могут использоваться в заголовке вашего видео. Но когда вы пишете теги канала, вы уже не используете эту решетку, вы просто пишете ключевое слово. Потому что когда вы добавляете эту решетку, вы просто свое ключевое слово в тегах убиваете, и оно становится, ну, нерабочим. Потому что вместо, например, ну, возьмем на примере салона красоты, да, у вас был бы ключ салон красоты, да, вы добавили впереди эту решеточку, и у вас уже получилась решетка салон красоты. Люди так не ищут, люди так не вводят, поэтому он будет нерабочим. Поэтому не забываем, что хэштеги и теги – это разные вещи. Следующий момент по тегам – это нет иностранным тегом. Очень часто можно увидеть, когда вместе с русскими тегами идут английские, а ролик при этом, ну, совершенно под английский язык не оптимизирован, то есть эти теги присутствуют только в тегах, да, то есть ни заголовок не переведен, ни описание не переведено, ни субтитров нет на ролике на английском языке. Однако при этом у нас почему-то вот идет русский тег, английский и опять русский. Зачем этот тег здесь? Для чего он здесь? То есть не нужно его использовать, если вы не ведете оптимизацию канала под английскоязычную аудиторию. Следующий пункт тоже очень близкий. Это не надо делать транскрибацию на английский язык. Точнее, транслит. То есть вы берете русскую фразу и прописываете ее просто латиницей, да, то есть делаете такой транслит. Опять же, люди так не ищут, да, люди, если на русском языке общаются, они кириллицей вводят поисковые запросы. Опять же, если это голосовой поиск, он в любом случае будет вводиться на том языке теми символами, которому этот язык принадлежит. То есть никто не будет вам транслитом вводить там, через голосовой поиск. И, в принципе, люди так уже не вводят. Уже прошла эра там, таких телефонов кнопочных, на которых было сложно переключить язык, и людям приходилось там транслитом набирать сообщения, смски. Сейчас уже спокойно можно набрать на русском языке и с компьютера, и с телефона, и с планшета. То есть нет необходимости прописывать такие теги транслитом. Поэтому, если у вас такие теги есть, то удаляйте их, пишите нормальные на языке, на котором у вас канал. 13-й совет. Не используем слова «купить» и «заказать».
На YouTube сейчас нет своего магазина, то есть на YouTube не приходят люди за покупками. На YouTube приходят люди за мнением, за обзором, за какой-то полезной информацией, за отзывом. То есть люди не вводят именно в YouTube купить что-то, да, потому что они понимают, что на YouTube они априори этого не купят. Они могут только получить информацию о той услуге, о том товаре, который они хотят приобрести. То же самое заказать. Поэтому, когда вы пишете такие теги, как «купить что-то», «заказать что-то», вы просто используете ваше семантическое ядро из сайта, да, на YouTube-канале, но это не одно и то же. То есть просто в поиске, и когда ищут люди какой-то сайт, они вводят одни запросы. Когда люди ищут видео, они вводят другие запросы. Поэтому не нужно использовать на YouTube теги со словами «купить», «заказать», ну и подобными. Вторая причина – это то, что YouTube, в принципе, негативно относится к тому, что вы перенаправляете со своего ролика на какой-то другой ресурс. А как только вы пишете там «купить», «заказать», то очевидно, да, что вы будете перенаправлять на свой сайт, на свой интернет-магазин, и, соответственно, YouTube сразу же будет к вашему каналу пристально относиться и не упустит возможности вам какое-то предупреждение, если вы вдруг где-то накосячили. Поэтому просто не используем эти теги. Следующий, 14-й совет – это не используем в тегах опасные слова. То есть что такое опасные слова? Это слова, которые подразумевают, что ваш контент может быть жестоким, может быть опасным и каким-то другим вот именно с негативными эмоциями. Да? То есть сейчас есть такая информация, что даже слово «депрессия» уже не стоит прописывать в заголовках, в описаниях, в тегах, потому что тоже попадает под фильтры YouTube. То есть сюда можно найти такие слова, как убийство, там, в принципе, насилие, жестокость. Да? То есть эти слова, они как маркеры, да, что на вашем видео, на вашем канале есть что-то такое. Зачем вы привлекаете к себе роботов YouTube, чтобы они более пристально вас начинали проверять? Сейчас, в принципе, вот многие каналы жалуются, да, что меня там забанили ни за что, ни про что, за то, что у меня просто там используется такая же аббревиатура, как у детского порно. Ну, извините, ребята, если вы хотите, чтобы на YouTube все было хорошо, чтобы там не было запрещенного контента, да, чтобы все-таки наши дети там не смотрели всякий шлак, то вы должны понимать, что под эту гребенку могут попадать и случайные люди, да, то есть это как раз вот эта двухсмысленность тегов. То есть алгоритмы YouTube, они не могут проанализировать сразу полностью ваш контент и понять, правильно он или неправильно. Они сначала, в принципе, вот такой очень узкой гребенкой, да, все прочесывают и банят все подряд. Потом может подавать возражения, вставить свой канал, что у вас все в порядке. Но если вы не хотите под эту вот узкую гребенку попадать, не прописывайте просто те теги, которые на самом деле опасны и которые точно привлекают внимание YouTube, что у вас там уже что-то не то. Следующий пункт, он более широко охватывает предыдущий. И это, в принципе, все правила сообщества YouTube. То есть уже не только насилие, не только угрозы, не только жестокость, но и дискриминационные высказывания, и какие-то провокации, угрозы. То есть все, что прописывается в правилах сообщества YouTube, там список из 12 пунктов плюс прочее, да, читайте, это все есть в доступе. То есть все, что может попадать под эти правила, не используйте в тегах. То же самое касается наготы, да, то есть не нужно прописывать заведомо какие-то сексуальные там теги, если вы не хотите, чтобы ваш контент посчитался 18+. То есть, ну, включаем логику, да, если вы такие теги пишете, то YouTube, соответственно, понимает, что там что-то такое есть. То же самое касается детского контента, да, насчет его очень много правил. То есть нельзя показывать, как, например, дети капризничают, как дети плачут. Если вы пишете тег «ребенок там плачет», «ребенок в истерике», «ребенку больно», то вы тем самым
как раз-то и нарушаете это правило для детских каналов. То есть или в вашем ролике есть, как ребенок плачет, что запрещено, или вы вводите заблуждение, да, что у вас ребенок там не плачет, но вы пишете тег, что он плачет. То есть вы или одно правило, или другое нарушаете. Поэтому следим внимательно, чтобы ваши метаданные, то есть это теги, заголовки, описания, соответствовали правилам YouTube. И последний пункт. Даже вместили сегодня не все на один лист. Называется пункт 500 символов. То есть YouTube дает для тегов 500 символов. Большинство эти символы не используют, ограничиваются 100, 200, 300. У вас есть возможность охватить как можно больше поисковых запросов, попасть в больший список поисковых выдач. Но вы это почему-то не используете. То есть всегда используйте все возможности, которые предоставляет YouTube. Это 100 символов в заголовке, 500 символов в тегах, 5000 символов в описании. И все это дается вам для продвижения, для оптимизации, а вы просто это не используете. Но тут важный момент. Если вы не можете на 500 символов написать тегов, вы уже написали все, которые подходят, потому что бывают такие видео, бывают такие тематики, в которых нельзя на 500 символов написать разнообразных тегов. Да, вам достаточно там 200. То есть если вы просто в принципе охватили все, что могли в вашей тематике, тогда, конечно, не нужно дописывать уже какую-то воду, лишь бы добрать до количества. Но если у вас ниша широкая, если можно найти эти 500 символов, то тогда их используйте. Вот такие у нас 16 пунктов. Если у вас есть какие-то свои пункты, вы можете тоже писать в комментариях, будем дописывать эти пункты, потому что это я тоже то, что вспомнила, то, что наиболее часто встречается, то, что я наиболее часто встречаю при аудитах. Для наших участников клуба 100 по 100 я еще раз напоминаю, что будет у нас лист с заданием, да, именно теги канала, где нужно будет прописать теги канала, учитывая все наши советы. И мы потом проанализируем и посмотрим, где у кого какие ошибки. Также в вопросе, который я делала, я предлагала задавать вопросы по тегам, которые вам интересны. На момент начала стрима там было 4 вопроса. О том, чем отличаются теги видео от тега канала, я уже ответила в самом начале. Следующий вопрос – это можно ли писать теги на нескольких языках? Что я могу по этому поводу вам сказать? Если вы снимаете контент на русском языке и оптимизируете его под русский YouTube, то не нужно добавлять англоязычные теги. Если вы только начинающий канал, да, если вы только начинаете выпускать ролики, опять же, не нужно пытаться охватить сразу несколько регионов. Начните прорабатывать свой канал под один регион, например, под русскоязычный, да, сегмент. И если вы поймете, да, что все идет хорошо, что у вас набираются просмотры, вы тогда можете начинать уже оптимизировать свой канал под другие языки. Добавлять субтитры на других языках, добавлять описание на других языках, добавлять теги на других языках. Но, опять же, возможно, для вас будет иметь смысл, в принципе, создать второй канал на таком языке. То есть обоснованность того, чтобы делать перевод метаданных на одном канале, должен быть из того, что ваш контент уже смотрит в нескольких странах. То есть, что вы пишете на этом языке, например, вы добавили субтитры на другом языке, и вы видите, да, что у вас в статистике есть трафик из какого-то другого региона. Тогда вам имеет смысл и дальше оптимизировать под этот регион. А если же вы просто хотите усидеть на нескольких стульях, да, сразу же адаптировать там канал и под русскоязычный, и под англоязычный, и под китайский язык, то вы в таком случае можете просто вообще остаться ни с чем. Потому что количество тегов ограничено. И если вы будете разбивать все ваши теги на 3 языка, то вы сможете двигаться по меньшему количеству ключей. Поэтому мой совет в первую очередь – набирать популярность в каком-то одном сегменте, на каком-то одном языке. И затем уже расширяйтесь за счет перевода метаданных или за счет создания еще одного канала, но не делайте вот сразу с нуля, сразу на несколько языков. То есть это не запрещено, в принципе, YouTube. Вы можете добавлять другие теги, но я считаю, что для оптимизации это не совсем верный подход. Следующий вопрос. Это связано с тем, что часто в VidIQ что-то не работает. Сейчас идет переход на новую творческую студию YouTube, соответственно, и VidIQ тоже новый интерфейс.
Поэтому, да, сейчас наблюдаются такие небольшие баги, недоработки и так далее. То есть со временем это все стабилизируется, ничего страшного не произойдет. Но, как я уже сказала, хороший навык — это подбирать теги без VDQ. Если вы умеете подбирать хорошо теги, то VDQ вам и не понадобится. Если его какие-то там неполадки, временно не работает, для вас это не станет катастрофой, вы просто вручную эти же теги подберете. Более того, я всегда говорю, что подбирая теги с помощью VDQ, вы всегда должны анализировать, что же он вам подсказывает. VDQ не смотрит ваши ролики, он просто подсказывает вам те теги, которые использовали другие люди с теми же тегами, которые вы уже написали. То есть люди могут подбирать неправильные теги. И как показывает мой опыт при аудитах канала, как правило, большинство людей подбирают теги неправильно. То есть большой процент предложенных тегов в VDQ также неправильный, нерелевантный, не подходит к вашему видео. А когда вы просто, не анализируя эти теги, начинаете добавлять в свой ролик, то вы дальше плодите эти теги, а другим людям подсказываются эти теги, да, и у вас на ролике не совсем хорошие теги. Поэтому, что касается VDQ, я считаю, что всегда нужно пропускать теги через себя, нужно уметь работать с тегами без VDQ. А что касается неполадок VDQ, это все временно, я думаю, именно из-за того, что сейчас обновляется сам YouTube, обновляется его творческая студия, и, соответственно, все достраивается, все налаживается. И последний вопрос: как попасть в рекомендованное и на главную страницу? Чтобы попасть в рекомендованное, нужно быть интересным тем, кто смотрит видео, в которые вы хотите попасть в рекомендованное. Да? То есть YouTube, он всегда смотрит на реакцию зрителей. То есть недостаточно просто написать одинаковые теги, одинаковый заголовок и описание. То есть это, конечно же, нужно, да, чтобы подать похоже. Но если при этом ваш контент хуже, чем тот, с которым вы хотите попасть в рекомендованное, если он не дает ничего нового, то вы, например, единожды попали в рекомендованное, на вас перешли люди, начали смотреть и сразу же закрыли, и все. Путь в рекомендованное вам уже будет заказан. То есть, чтобы попадать в рекомендованное, у вас должен быть на самом деле качественный контент. То есть продвигаться в рекомендованные нужно с теми роликами, которые могут превзойти тот ролик, к которому они попадут. Поэтому пишите качественный контент, оптимизируйте его, используя теги, заголовок, описание. Про оптимизацию у нас был отдельный стрим. Опять же, смотрите его. Оптимизация от А до Я там подробно рассказывала, что именно нужно оптимизировать. И да, хорошо работает, если вы проанализировали тот ролик, к которому вы хотите попасть в рекомендованные, проанализировали в целом канал, который, например, вы хотите попасть в рекомендованные, и уже на основании этого пишите свои заголовки, описания, теги, и, соответственно, делаете свой контент лучше, чем тот, к кому вы хотите попасть. Про главную страницу все то же самое. Туда попадают те ролики, которые люди чаще всего продолжают смотреть после того, как находят их в поиске. То есть если ваш ролик отвечает хорошо на поисковой запрос, если он правильно оптимизирован, если там нет никаких ложных данных, при этом он хорошо раскрывает тему, то рано или поздно вы попадете на главную страницу. То есть какого-то такого секрета, что вот чтобы попасть на главную страницу, нужно написать тег «хочу на главную страницу», его нету. Вы просто должны двигаться по своему контент-плану, по своей стратегии продвижения, планомерно, шаг за шагом, прокачивая какое-то определенное ключевое слово, например, основное ключевое слово вашего канала. И, соответственно, рано или поздно вы попадете на главное, попадете в рекомендованные. Вот. На вопросы и запросы я ответила. Сейчас немножко по чату пробежимся. Так. Александр, привет, тоже нас смотрит. Ливень Семи, привет. Если у меня теги будут не по теме, то есть мое видео называется, к примеру, топ-10 песен, а я буду писать теги пранк, юмор, бои, шоу, челлендж, то мои видео могут удалить или мой канал? Ну, я думаю, что вы, если до конца досмотрели, вы уже сами можете себе ответить, что да, конечно же, очень даже легко. Вы вводите в заблуждение, у вас сложные метаданные, это нарушение правил сообщества YouTube. То есть, вас очень легко могут за это удалить видео, сделать предупреждение, и в конечном итоге, если это будет повторяться раз за разом, удалить полностью ваш канал. И я просто не могу понять, а зачем вот вам на топ-10 песен писать теги пранк, юмор, бои, шоу? В чем логика? Мне кажется, что и песни тоже популярны. Другое дело, что топ-10 песен, в принципе,
может быть, серым контентом, потому что я не думаю, что вы будете покупать права авторские на известные топовые песни. Это очень дорого, и, в общем-то, мне кажется, в принципе, канал с такой тематикой очень подвержен рискам. Юлиана, привет. Белкасан, привет. Я надеюсь, да, что было интересно и, самое главное, было полезно, что вы примените эти знания. Маугли, так, колокольчик, это спасибо. Ну, смотрите, у нас на канале выходит иногда больше, чем 5 видео, а уведомлений о том, что на канале что-то новое, приходит всего лишь 5. Поэтому, возможно, вот на стриме да не приходит уведомления из-за того, что уже было у нас на канале в этот день много нового чего размещено. Я рекомендую подписаться на нас в социальных сетях, потому что мы там всегда делаем анонсы за час, за два, за полчаса, если раньше не получается. Но у нас всегда есть, в принципе, анонс стрима. Поэтому мы есть и в ВК, и в Одноклассниках, и в Фейсбуке. В Инстаграме даже есть. То есть в любую соцсеть выбирайте, можете там подписаться, и тоже там будут приходить вам уведомления. Так, Кристина, привет. Спасибо. Сладкоежка, привет. Александр Телемаков, привет. Алекс Арт, обзоры, прошивки, распаковки. Мы каналы не смотрим. Если вы хотите какую-то консультацию, то вы можете на нее записаться, можете приходить к нам в клуб, где вместе с нами развивать свой канал. Ссылочки на все у нас есть в описании. Но вы сейчас просите просто меня сделать бесплатно то, за что люди просят денежку. ПФК, ЦСКА, добрый день. Лена Маринина. Почему у вас так мало просмотров видео, а подписок уже около 9000? Ну, потому что так и есть. Смотрите, в чем дело. Я вообще удивлена, что у нас есть столько много подписок, да, потому что я уже говорила, что у нас очень часто выходят ролики. Если бы мне так часто приходили уведомления о новых роликах, я бы сама отписалась, я бы не была подписана на наш канал. Вот. Наши ролики, они очень узкие. То есть каждый ролик – это ответ на конкретный вопрос. И я, например, прекрасно понимаю, что большинство вопросов, которые мы разбираем, они 90% тех, кто уже давно на YouTube, они известны. И ему не нужно смотреть этот ролик. Ему, например, у нас есть ролики для кулинарных каналов, для спортивных, для творческих. В общем, 33 ниши разбираем. И зачем каналу, который кулинарный, смотреть остальные 32 ниши? Ну, вот я прекрасно понимаю, почему они эти ролики не смотрят. Я бы сама не смотрела. Они смотрят те ролики, которые им интересны. И мы, в принципе, затачиваем наш канал не под подписчиков, мы затачиваем наш канал под поиск, чтобы люди могли найти ответ на свой вопрос. А те, кто с нами, те, кто наши подписчики, им, конечно, большое спасибо. И мне приятно, что у нас все больше и больше собирается. Но, опять же, мы ценим не число, вот, которое на YouTube написано, мы ценим тех, кто с нами общается, кто нам задает вопросы, кто дает нам здоровую критику, подсказывает, как и что улучшить, какие темы разобрать. Тех, кто приходит к нам на стримы и тут активно участвует. Мы вот за такую аудиторию. Поэтому, если вам интересен этот вопрос, почему у нас так, вы можете провести анализ, разобраться и написать свою версию событий. Но мы просто не очень-то об этом задумываемся, потому что мы понимаем, что некоторые темы не могут быть интересны больше, чем 10 человекам или больше, чем 200 человекам. И глупо ждать, что на эту тему будет 1 000 000 просмотров. Вот и все. Василий, книга выживания, привет. Кит Шоу Лопатуши, добрый вечер. Я тоже рада вас видеть. Не часто вы бываете именно у нас в онлайне, в основном уже в записи вижу от вас комментарии. Радиогубители тоже отвечает на вопрос. У образовательных видео всегда просмотров меньше, чем у развлекательных. Ролики выходят часто, люди просто не успевают смотреть. Ну, в принципе, да, вот тоже почти то же самое, что и я ответила. Спасибо. Сила в правде, привет. Марина Светлова, добрый вечер. Хэштеги не обязательно, но можно их использовать. Вот интересно, кстати, момент с хэштегами. В отличие от тегов, хэштеги, наоборот, лучше писать более общие. То есть хэштег, мне кажется, лучше работает именно, когда там что-то однословное стоит, а не многословный тег.
Поэтому, ну, потому что в хэштеге нельзя пробелы поставить, да, то есть там все слипается в одну строчку. Поэтому если, например, у вас канал про кулинарию, то вы можете ставить хэштег кулинария или там пицца, например, да, то есть, ну, попробуйте, это тоже достаточно новый инструмент. Совсем недавно вот начали эти хэштеги подтягиваться в заголовок. Опять же, легко разделять какие-то рубрики на своем канале. То есть, ну, можно их использовать, но это не обязательно. Лена Маринина, добрый вечер. Это Лена Маринина, которая у нас про подписчиков спрашивала, вот. О, целая поэма. Мгм. Про врачей я уже говорила вчера, да, тоже у нас был вопрос, стоит ли делать канал про медицину. Я тоже высказалась, что, ну, я считаю, что да, медицина очень скоро тоже может попасть под фильтры, именно потому что вот у нее такая грань, что, ну, не совсем это контент, который YouTube любит, да, потому что там такие скользкие темы обсуждаются. Поэтому да. Да, до свидания, Лена Маринина. Ну, не удалось нам с вами подружиться, ничего страшного. Вы в любом случае, если передумаете, можете приходить, смотреть наши ролики. Мы высказываем просто свою точку зрения, как мы это, ну, как у нас это работает, да, как мы это применяем. А использовать, не использовать на своих каналах – это уже решение каждого человека. Вот, радиогубители, как всегда, нам помогает. Так приятно. Пожалуйста. Так, вопрос от радиогубителя. Если мои товары ищут русские на английском, например, бустер через бустер, можно ли писать часть тегов на английском? Если я вышел в топ своей ниши, можно ли задавать узкие двух-трехсловные теги? Насчет английских тегов. Да, если это какой-то, например, название товара, да, который чаще набирают на английском, да, то, конечно же, можно. То есть есть какие-то термины, которые, да, вот непереводимые. То есть они в любом случае, ну, пишутся чаще на английском. То, конечно, да, можно. То есть вы же смотрите именно, как я говорила, по тому, насколько этот тег высокочастотный или низкочастотный. То есть если в русскоязычном YouTube часто ищут по этому тегу, то тогда вы можете его использовать. А если все-таки чаще ищут на русском, то тогда уже стоит использовать на русском. Ну вот электрические товары, я так понимаю, что часто идет вот товары с Алиэкспресса, и что там, ну, актуально на английском, например, набирать, потому что, ну, так проще найти. Тогда, конечно, можно. Если вышел в топ своей ниши, можно ли задавать узкие двух-трехсловные теги? Узкие теги можно задавать всегда. Это всегда полезно. Я вообще всегда за узкие теги. Потому что, ну, ты так точно попадаешь в боль. То есть, как YouTube показывает поиск, да, он всегда смотрит наиболее точное соответствие поисковому запросу. И если вы прописали узкий тег, и кто-то такой узкий тег ввел, то вы стопудово этого человека словите. Если вы прописали широкий тег, вместе с вами в поиске будет очень много поисковой выдачи. И шанс того, что уже вас выберут, он будет меньше. Вот, ну, такая логика написания узких тегов, почему мы советуем всегда узкие теги использовать. Юлиана, у меня нет в подписках более интересного и полезного канала, чем ваша школа. Приятно слышать. Мы надеемся, что скоро ваш канал будет тоже для кого-то таким же незаменимым и полезным. Так, сила в правде. Почему каналы, которые, очевидно, крутят просмотры, не банят годами? Причем такие ролики висят в трендах? Неужели YouTube это выгодно? YouTube постепенно чистит, чистит и чистит. Если мы возьмем там 2008 год, когда там только все зарождалось, то там вообще на YouTube можно было найти вообще абсолютно все. Можно было любой фильм на YouTube посмотреть, любой сериал, всякую непотребщину можно посмотреть на YouTube. С детьми куча роликов было, таких, которые никому нельзя смотреть, да, то есть а сейчас вы все чаще, если следите за новостями, можете видеть, что того заблокировали. Причем каналы-миллионники, да, у которых там огромная аудитория. Причем иногда даже без повода. То есть мы видим, что с каждым годом YouTube начинает все ближе подбираться вот к таким каналам, которые нарушают правила. У всего есть срок, скажем так, годности.
То есть если кого-то еще не забанили, значит, просто до него еще не дошли алгоритмы. Но так или иначе система работает, и она, в общем-то, не спит в отличие от нас. И так или иначе, в конечном итоге, те, кто нарушает правила, они будут забанены. Верить в то, что можно как-то так скрыться от алгоритмов YouTube, что можно там обмануть его, это все миф. То есть вы просто пока еще не пришла ваша очередь, потому что как бы быстро не работали компьютеры, они все-таки работают с граничной скоростью. То есть они не работают со скоростью света, да, то есть их скорость конечная. На YouTube заливается каждый час по 400 тысяч часов видео. Вы просто представьте какой-то объем информации. И сколько времени нужно, чтобы его обработать. Естественно, что есть промежуток времени, который нужен на обработку этой информации. Но как только она будет обработана, их забанят. Вот и все. Так, «Сила в правде». Наблюдал картину конкурента. Он выложил ролик в 8 утра в будни. Уже через 2 часа у него было 200 просмотров, куча накрученных однотипных комментов. Такими успехами не мог попасться даже канал «Миллионники». Ну, смотрите, если он накручивает просмотры, накручивает лайки, то рано или поздно YouTube это поймет. Ну, не знаю, как вам, мне приходило, например, предупреждение там в марте, что могут быть спады в просмотрах, потому что мы удаляем накрученные просмотры, удаляем накрученных подписчиков. То есть, ну, YouTube, он это все проверяет. Вот сегодня у него 200 просмотров, завтра у него, извините, заблокирован канал. Вы от меня просто что хотите услышать? Чтобы я сказала, что да, вы тоже можете так попробовать, может, и вам повезет. Нет, я так не скажу. Я вам говорю, что в любом случае, если вы нарушаете правила, вам рано или поздно прилетит. И ему рано или поздно прилетит. Был бы со мной этот Александр, он бы сказал, нажалуйтесь на него. Да, можно пожаловаться на любой ролик в YouTube, сообщить о том, что вы заметили, что нарушаются правила сообщества. Все. То есть если вас конкурент так достал, что вы не верите в справедливость и хотите сами стать этим наказующим перстом, пожалуйста, такая функция в YouTube есть. Можно пожаловаться на любой ролик. В чем проблема, я не понимаю. Вот, радиогубитель говорит, помогите YouTube. Ну, жалобы тоже в порядке очереди рассматриваются. «Сила в правде». Что я могу вам посоветовать? Я всегда очень негативно отношусь к тому, когда люди начинают пытаться найти, а как же кому-то испортить жизнь. Лучший способ отомстить, показать, кто прав, это стать лучше самому. Хотите обойти конкурента, работайте над своим контентом, создавайте качественные ролики, оптимизируйте их, продвигайте, заказывайте на них рекламу, делайте их по всем социальных сетях. Работайте над своим контентом. От того, что у вашего конкурента станет плохо, у вас лучше не станет. Вы останетесь на том же самом месте. Улучшайте свой канал, улучшайте свой контент. А если конкурент достаточно умен, чтобы не нарушать правила, ну, это его проблема. Почему вы заботитесь больше о конкуренте, чем о себе? Интересная у вас позиция. Серьезно, я вам рекомендую, занимайтесь просто своим каналом, своим контентом. И все будет хорошо. Марина. Я заметила, что одни и те же теги, записанные заглавной и строчной буквы, оцениваются в IQ по-разному. Не всегда. Я, наоборот, замечала, что большой с маленькой буквы оцениваются достаточно одинаково. Я, в принципе, не считаю, что большая и маленькая буква стоит разграничивать и прописывать по-разному. Это то же самое, что я говорила в начале, да, что не нужно прописывать все возможные опечатки, варианты написания, варианты падежей, чисел и так далее. Достаточно написать наиболее полный ключ для вас, да, просто. И не нужно еще раз дублировать его с большой буквы. Люди, как правило, в поиске пишут с маленькой. Я считаю, что теги нужно писать с маленькой буквы. Потому что никто специально, вводя в поиск, не ставит там shift из большой буквы. Это случайные теги, которые там скопированы из текста, вставлены, например. То есть, я считаю, что заглавную букву не нужно прописывать в тег, и точно не нужно дублировать один и тот же тег, просто с вариативностью написания заглавной буквы. Радиогубитель. Знакомые создали 47 каналов и льют на них по 500 роликов в неделю. Хорошо зарабатывают, но это не наш метод. Я так понимаю, что льют они туда просто не свои ролики,
Ну вот они используют стратегию, которая работала там лет 10 назад. Вот тогда такие каналы, они правда могли очень много зарабатывать. Но они, может, и сейчас что-то словят, может, и сейчас их какой-то будет заработок, но это, понимаете, пытаться нажиться на какой-то минутной вот волне, да, то же самое, что касается хайпа. Ну вот, ну, допустим, вот месяц, там, полгода, год у них получится, да, вот таким образом продвигать каналы, их как-то монетизировать. Ну а дальше что? Потом вот эти каналы забанить, что с нуля опять начинать? И так каждый раз? Зачем? Если можно создать канал, который будет из года в год расти, из года в год становиться больше и будет вас стабильно приносить доход. С таким же успехом можно просто потратиться на 500 лотерейных билетиков, да, и тоже, возможно, один из них выиграет, а возможно, нет. То же самое с теми каналами. Возможно, какой-то из них окупит затраченное время на заливку роликов, но, скорее всего, это не окупится и только будет разочарование. Я к тому, что люди удивляются, как низкосортные ролики попадают в тренды YouTube. Бывает такое. Ну, что я могу с этим сделать? Сегодня ты в тренде, еще раз повторю, завтра ты забанен. Мы нацелены на марафон, на стратегию маленьких шагов, что мы идем понемногу, но зато наш результат, он стабильный, прочный, и он не исчезнет единомоментно. А некоторые люди, они по-другому работают. Они считают, что спринт – это успешная стратегия, что достаточно залить один ролик, накрутить на него просмотры, хапануть, а дальше хоть трава не расти. Я не берусь как бы их судить и говорить, что вот их стратегия там плохая. Просто мы придерживаемся другой точки зрения. Мы по-другому оптимизируем наш канал, мы по-другому наши каналы продвигаем, наших клиентов, и вам рекомендуем по-другому двигаться. Потому что мы считаем, что это более надежная стратегия, у которой меньше рисков. Вот и все. Вот. Такой вот у нас стрим получился. На все вопросы я вроде как ответила. Если какие-то еще вопросы у вас появляются, пишите их в комментариях. Будем тоже на них отвечать. Смотрите наш стрим про оптимизацию. Делайте наши домашние задания в клубе. Те, кто еще не в клубе, можете заполнять форму. Мы вашу заявку рассмотрим и примем положительное или отрицательное решение. Вот. Все ссылочки на наши стримы, которые будут полезны по теме, посмотреть, и плейлист я оставлю тоже в описании. Переходите, смотрите другие ролики по тегам. Да, пожалуйста. Да, приятно всегда слышать комплименты. Я полностью поддерживаю легальный подход, просто удивлен, что канал с большой аудиторией промышляет накруткой. Это, понимаете, это привычка. То есть Александр говорит, да, что наш главный конкурент – это привычка. Люди просто привыкли, что раньше это работало. И они продолжают использовать эти методы. Но YouTube 2008 года и YouTube 2019 года – это два совершенно разных YouTube. Поэтому рано или поздно до всех дойдет, что нужно жить по правилам. YouTube как бы все крепче начинает сжимать всех в кулаке, поэтому это уже вопрос, я думаю, года или двух, когда на самом деле не останется серого контента, не останется других запрещенных роликов. Вот. Да, радиогубители, спасибо за идею снять ролик для нашей школы. Я думаю, Александр с вами свяжется, подробнее это обсудите, примите решение. Вот. Но сам посыл мне прям очень приятен и вдохновляет. Вот, все, всем спасибо, кто пришел, кто задавал вопросы, кто сегодня со мной спорил или соглашался. Еще раз повторюсь, пишите свои вопросы в комментариях, буду на них отвечать. На этом у меня сегодня все. Всем спасибо за внимание, всем пока.